Приграничным конфликтам Таджикистана и Кыргызстана на самом деле уже почти 50 лет. Первое столкновение возникло еще в декабре 1974 года, когда соседи не поделили земли на левом берегу реки Исфаринка. С тех пор по различным причинам не раз были столкновения, но то, что произошло в апреле 2021 года, считается чуть ли не самым кровавым в истории таджикско-кыргызских конфликтов. 55 убитых и 339 раненых по обе стороны границы. 230 полностью сожженных, разрушенных домов и нежилых сооружений. 73 тысячи эвакуированных мирных жителей из зон вооруженных действий и ущербы, оцениваемые в миллионы долларов. Это и есть результаты апрельской войны на границе двух стран. Подобные цикличные столкновения, как показывает опыт, не приносят ничего, кроме боли, слез, потерь и большого экономического бремя, которое не готовы тянуть ни первая, ни вторая страна. Это, пожалуй, самая сложная работа, которую пришлось выполнить нашей команде. И такова она не просто потому, что посвящена конфликту двух соседей. Сложна она еще из-за того, что в процессе работы нам самим пришлось пройти через многое. Поэтому в этом сюжете, который, подчеркиваю, все-таки был создан для понимания предметов спора и пути решения конфликтов, мы обязательно также расскажем о том, как все-таки таджикским журналистам дается сложно освещение конфликтных тем. И дело здесь, как вы наверняка понимаете, вовсе не в отсутствии профессионализма, а в том, как некоторые чиновники всячески создают препятствия. Собирали мы этот материал кусками на протяжении года. И первые кадры были зафиксированы еще в первые дни после весенних событий. У некоторых из вас наверняка возникнет вопрос, чего ж мы так тянули, почему не выдали материал, когда было еще горячо. Все очень просто. Нам самим нужно было время, чтобы переварить происходящее и посмотреть без эмоций, абсолютно объективно на ту боль, которая коснулась абсолютно всех нас, и кыргызов, и таджиков. Почти через неделю после апрельских событий мы совместно с представителями общественного фонда «Дасти Сабох» выехали с благотворительной помощью в приграничные села Ходжа-Ало и Сомонион. Жители именно этих селений тогда больше всего и пострадали, а предметом раздора, как всегда, была вода. Особенностью этих местностей, кстати, является то, что заселены они как таджиками, так и кыргызами и окружены с трех сторон Баткенским районом Кыргызстана. پنج فرزند من اکنی اول یک بار فرموده من به چشم خودتون خونتون نشون داد من 11 در من بیتم من خونه هم شما به اینترویو همینجا به ما گرفتگی خواهد تو این مسلمانین ده نه این نه استاسین دیکو من ضبط کرده اینجا با خدا شان انم خونه ضبط کرده با من بونی کوری انگلیس‌لار گفته با اینجا به پارت افتگی ما ضبط ما ضبط 5 لیتر اما اینو برزنت گرفته ایستاده اومده خونه به خونه درومده در تله داده کشاده ما در وقت اما بولانده محافظت کرده گامد هیچ کی نبیدگی اما خونه پایین هم زبسنده های نوار ولی حولین برزین نزدیکی شک گرفته که من بونی کورینگیزلر گفته با زبون خودش کردی ما ویدیو جان با دویم باره برزین به چاشیده ایستاده با وای کرده من گاندم میبینه تو من میگاندم احمد رجب علی وکیل لیل نوبت اومده گریه کنم گریه من سوزم من گریه آب دیداش برو اومدم آدم فاده خانی که من زندگی کراس گفتم من همینجا آقلم بود من می فرزندو کده که میگن دخونه کده ابچی دخونه کو فرزندو من می
Ab 29 illa man kuchan da digi joy zistam ne ke Kujoba zindagi kasut ago kamu kunkun sal to aku shib rus kare burum da vai kare ba na kan so yo aku darum da yaksa nimsa dam girifti istod bu rafte aynı hamu qirg'iz ama inte hami yon shanda qirg'iz hami yon shanda khune va sipes yad istod hami to mo vicdan mo to kan nemekune mane prezident mo gufta ki ehsasot me dodin neshvet sulh muhim mo gapi prezident ne ki iho gapi shi kuch nemekuna gapi kalonisha حفی چوباش رفتن منزل مکان ها با خصوصا همین میتی نبرفتن مهروزدین با خداوند رحمت کر باشد جاش جنت کر باشد از بهشت انبرسیش جا عطا کر باشد خدایا خداوند کریم قطار شهیدان اعلی جا عطا کر باشد الهی خانم شاید کن همین کسه همین کس دین گزیده برون دیگه مهروزدین فورتایف مهروزدین صورت دادا صورت داداد صورتی داداش تولدش 11 نوامبر 1986 اول عسکری رفت اومد بعد عسکری 2 سال خونده دیپلمش گرفت و یعنی چسی خوجاندند کار کرد رشته اونجا و یعنی چسی اسپرند کار کرد اجارش این بود هر دو بچه‌شو زنش که تیامو اجاره این اسپران میشید درست بکو یک هفته 2 هفته یک بار اومده میره با قریب است که یک شبی چهارشنبه اومدگش دیگه کن ندیدیم و همین روز جنگ سهر جمعه روز 30 خطا خبر آورن که امتین وای کردیم رانی برداشته است دیگه وای کرد سنایپر کتی انداختی با همه اینجا مرده آورن نشد ما اسپره ما گور کرد خوب بچی میره اون میبینیم گور همه واروق کشیده تا اسپری همه چسب دکتر با زمون شهری برو قد بچم گفته که بیزه دست کرایم کش میپوشتگی هاشه یکی من اینش از همون روزه؟ این همون روزش این همون رو تیر انداختگیش تیر خوردگی اینج خوردگی کن من از اینجا یک تیره؟ یک تیر خوردگی аты жөнүңүздү жана канча жаштасыңыз анан кайсы айылдын тургунусуз айтып бересизби? Мен Миңбулак айылынын тургунумун. 38 жаштамын. 4 баланын энесимин. Ошо кече уруш жаңжал чыгып, ушул жака 4 баламды ээрчитип келдим. Азыркы учурда сиз бул отелде жашап жүрөсүз? Ооба. Качан кайтасыз айтып бердиби? Биз айта албайбыз. Бизде тынчтык болуп ата, болбой ата, бизде интернет дагы жок, башка дагы жок, сүйлөшө албайбыз. Сиздин оюңузча эми чоң башчылар кандай иш-чараларды көргөзүш керек? Биз дуа кылып атабыз. Ошол чоңдор бизге ошо чек араны чечип берсин. Биз дагы ошо өзүбүздүн үйүбүзгө барып тынч гана курукунан жесек ам бала чакабыз менен отурайык. Биз кече малдарыбызды таштап келгенбиз. Азыр малдарыбыз не болуп атат? Onu hiç kim bilmeydi. Уже канчанчы жолу сиз эвакуация болот өзүңүздүн жашооңузда? Бизде көйлө болгон, жылга болот. Көглөмдө бир болот. Ана ушундай орозо айт, алеги улуг аян күндөрү болот. Бизде уже тарс-турс дегенге жүрөк калган жок. Чилдеде ham болот. Биз ушинтип качып жүрөбүз, бөөктөрүбүздү көтөрөбүз. Сиздин айыңызда көп аябай уруш чаташтар болобу же мындай пистолет көп атабы же кандай? Пистолет атылат. Биздин Миңбулак айылдагы да тажик элиге неме границада турабыз. Биз малыбызды дагы даже өткөрө албайбыз, чыгара албайбыз. Малыбыздын аркасынан жүрөбүз. Малыбызды дагы урдап кететтер. Көрүп, кайтарып турган малыбыз көз үйүбүзгө кирип кетет.
жерге айдап кеткен күндөр болгон. Сиздин айыңызда тажиктер турабы же турбайбы? Турбайт, бирок жерлери бар. Үйүбүз жок, бизди бедарга кылып таштады бул тажик туугандарыбыз. Булардын баардыгына ким жооп берет? Буга мен билбеймин. Буга не себептен биз ушундай кылды? Биз тажиктерге зыяныбыз тийген эмес. Мана ошо өткөн мана жүктөрүн алып чыгышып, эже чыгарышып бериң деп жүктөрүнү үйүмө коюп жүрүп ушундай кылган. Мана пишайын деп турган малиналарымды күйгүзүп таштаган. Булардын убалы кимге? Мен билбеймин. У конфликтов Таджикистана и Кыргызстана, если приглядеться, есть свой вечно обыгрываемый сценарий. При каждой стычке, обычно сразу после взаимных обвинений и подсчета жертв, обе стороны первым делом обращаются к картам. Там они находят ответ на главный вопрос, кому исторически относится та или иная территория. Но что интересно, у каждой страны есть своя карта, что означает и ответ на главный вопрос у каждой свой. Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день после долгих трений описано всего лишь 53% границы. Усложняется сильно процесс тем, что Таджикистан настаивает на рассмотрении вопроса на основе карт 1924 и 1939 годов, а Кыргызстан отстаивает право определять линию границы с учетом карт 1958 и 1959 годов. Мы тоже изучили большое количество карт разного периода и происхождения и пришли к выводу, что споры не беспочвенные. К началу прошлого века говорить о наличии четких границ между таджиками и кыргызами не приходится. Люди жили бок о бок и не думали о них. А когда эти земли вошли в состав СССР и были поделены на республики, появилась необходимость разметить все на бумаге, но в реальности никаких обозначений все же не было. Люди продолжали жить как жили, а карты рисовались, как нам кажется, без должного внимания. Так и появились разночтения. Научно-редакционной и картостроительской частью Главного управления геодезии и картографии МВД СССР в разные годы составлялись разные карты. И этим же управлением практически каждые 5 лет печатались географические атласы СССР. В одних, например, Вурух был анклавом, а в других нет. А еще бывало и такое, что в одном издании выходили карты с разными данными. К примеру, в атласе этого же управления от 1957 года, что вышел тиражом 35 тысяч экземпляров, в карте Кыргызской ССР тот же Вурух вовсе не анклав. Хотя, как было отмечено ранее, Кыргызстан нынче отстаивает право определять линию границ с учетом карт этого периода. А на следующей странице этого же издания вы можете найти карту Таджикской ССР, где, к удивлению, Вурух уже отмечен как анклав. Хотя по логике вещей все должно было быть то ли наоборот, то ли отражать одно и то же. Некоторые специалисты уверены, что спорам вокруг карт никогда не будет конца, если соседи не найдут выгодные для обеих сторон соглашения. И эти соглашения должны позволять жителям двух стран свободно и мирно перемещаться по всей территории, а не становиться очередным поводом для новых войн и жертв. Да, маджму? گیلیم نه فقط این ویاش کاسه طبقه این کاسه طبقه 3200 گیلیم مثلا اینا دیگرش خیر اینا ما نخریدیم مواد خوراکی لباسه به ما وارد سپاریدن. Пока стороны заняты взаимными обвинениями и изучением карт, активисты тем временем при каждой стычке первым делом бегут помогать людям. Они, пожалуй, первые и последние в этой истории люди, которые прекрасно осознают, какую действительно большую цену приходится всякий раз платить за спорные клочки земель.
Тута гора дута стилисир, дута стили пластмасси, дута гора пластмасси, ду чойник, 20 тавоқча, 20 чумча, 2 корча, 20 пиёла, 20 коса, 3-4 тавоқи фолони ошкаши, 1 гилем. 20 тавоқча куда? Мани ойлекта, ойли якум, ойли ким нова. Сразу гойта якум, жуям. Як то ойли шудми? جوان کویلام صحت سلامت گردن مای محافظت کردگی ها صحت اومدن سلامت خونه کاشون برون هم یکام و میبد تینجی امانیتیت دیگر هیچ گاه از مادر قرقزم چشم آب دیده نریزد و امه هایم آب دیده نریزد پروردگار آسمان بیغوار شود جوان کار روز روشنایی بینن پروردگار چه مراد چه مقصداتان باشد خدا عمل کند. Помощь активистов тогда, кстати, не закончилась только предоставлением продуктов питания или бытовой техники жертвам войны. Они также подключили к делу психологов, которые активно работали над устранением посттравматического стрессового расстройства, особенно у детей. Только в апрельской войне 2021 года, по словам специалистов, психологическая помощь была предоставлена не меньше 70 жителям конфликтных зон. Но, как уверяют специалисты, в приграничных селах Таджикистана и Кыргызстана травмирован чуть ли не каждый житель. Забыть перестрелки, убийства родных людей и сожженные дотла дома не так уж и просто. Чтобы положить конец травмам, активисты из 2 стран в мае прошлого года решили разработать единую программу по мирному урегулированию конфликтов. На переговоры в Zoom-платформу тогда пришли около 80 человек из числа конфликтологов, политологов, юристов, журналистов, психологов и общественных деятелей. Мы еженедельно встречались с коллегами из Кыргызстана для того, чтобы обсудить, что мы можем сделать совместно. У нас были планы, по крайней мере в Таджикистане был план на национальном уровне, и мы хотели создать план общий. И на базе этой платформы мы сделали несколько обращений к комиссии, которая занималась демаркацией, к населению, государствам, президентам, гражданскому обществу, которые в тот момент в начале конфликта достаточно агрессивно себя, к сожалению, вели в социальных сетях. Мы призывали к тому, что нельзя подливать масло в огонь, и с соседями нужно постараться максимально, чтобы урегулировать конфликт мирно. Вот здесь наша работа начала слабеть. К сожалению, было проведено несколько онлайн-встреч, порядка 3 онлайн-встреч, на которых или не вся делегация Кыргызстана принимала участие. А из Таджикистана все принимали участие. Да, мы понимали важность этого диалога, кыргызская сторона тоже, но не знаю, по каким-то причинам они перестали выходить на связь с нами. И последнюю встречу мы уже проводили сами, только таджикская сторона, хотя у нас были и внутренние встречи по несколько раз в неделю, и еженедельные встречи с кыргызской стороной. То есть итог был никаким? На этом нет. То есть мы 3 раза выходили на встречу, наших партнеров, с кем мы хотели обсудить, не было. То есть, грубо говоря, на переговоры они не пришли. И мы поняли, что, наверное, уже эта платформа свою роль выполнила, ничего не сделав совместного. И мы уже начали уделять свое внимание на наш внутренний национальный план, который мы разработали вместе с большой группой гражданских активистов, гражданского общества, и больше работали по этому плану. По словам эксперта по миростроительству Кенешбека Сайназарова, который также состоял в Координационном совете 2 стран, совместные попытки мирного урегулирования конфликтов не сработали, лишь потому что забыть, как было отмечено ранее, перестрелки, убийства родных людей и сожженные дотла дома не так уж и просто. Эмоции зашкаливали даже у экспертов. К сожалению, время было не то. Потому что там были в основном эмоциональные составляющие, играла очень большую роль. И взаимные обвинения, к большому сожалению, стали очень деструктивными. То есть даже среди рабочей команды, где сидели эксперты, довольно зрелые, эмоции были? Да. И
по моему наблюдению, больше было эмоций и деструктивизма со стороны кыргызской стороны. Из НПО, из сферы журналистики. Как вы думаете, почему так происходило? 3 было основных момента, да, то есть первый — агрессия по отношению к другой страны, второй — гибель мирных граждан, и третий — это разрушение движимого и недвижимого имущества. И я думаю, может быть, еще 4-й есть фактор, что в основном многие, наверное, ожидали, то есть асимметричную реакцию со стороны властей Кыргызстана, но она не произошла. И было вот такое разочарование, может быть, и такое состояние. И, к большому сожалению, это первый, вот, как бы сказать, прерогатива или предпосылка для любого диалога, да, то есть уходить от языка то есть языка инсинуаций, языка взаимных обвинений, а наоборот смотреть на будущее и что можно было бы сделать. Этого не произошло. Этого не произошло даже внутри нашей группы. Даже были моменты, когда обвиняли нас, что мы пытаемся сделать, то есть оказать искусственную симпатию. Ясно. Может быть, это так, потому что для меня те дни были самые тяжелые, и даже сейчас, потому что я сам родился и вырос в Таджикистане, и живу в Кыргызстане. Я не могу выбрать, какой из этих стран для меня важнее, потому что, понимаете, Таджикистан дал мне возможность. Я таджикистанец, я родился, да, вырос. Я не могу выбрать. И вас заставляли выбрать, да, получается, своей позиции, вот этой, да. Такой. И я потом в одно время осознал, что нужно время. Нужно время. Это не тот момент, это не было времени для диалога, для анализа вот такой. Кто лишен дара речи, тот угрожает кулаком, говорили ряд видных государственных и общественных деятелей, представителей искусства, науки и культуры, а также гражданского общества Кыргызстана в своем совместном обращении народам 2 стран. С той попытки договориться прошел почти год, но страсти так и не утихли, что означает, за стол переговоров активистам сесть повторно не удалось. Делимитация и демаркация довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс, который занимает годы, а у некоторых соседей с сильно спорными территориями может занять даже десятилетия. Ждать столько времени простой народ, естественно, не станет. Мы предлагали лет 15 назад найти какой-то нетривиальный подход. В основном тогда вопрос был именно вот этих спорных гектаров земли. И мы предлагали, значит, сейчас на какое-то время отложить спор о том, кому принадлежит эта земля, но выработать механизм совместного использования этих земель, так, чтобы таджики, киргизы могли бы там осваивать эти земли, пасти там вкос или сажать деревья и так далее. Так что здесь ничего особенного не надо было придумать. Заключался договор. Здесь этот перечень вопросов, связанных с совместным использованием, обговаривался. Убирались пограничники подальше, создавались комиссии
из числа общин, которые следили бы за порядком, совместной комиссии. Но запольные участки на спорных территориях, по мнению большинства экспертов, не вопрос первоочередной заботы. Начиная с 2013 года конфликты между соседями чаще все же происходили из-за дороги и воды. Поэтому эксперты считают, что соседи, не дожидаясь окончательной делимитации, в первую очередь должны заняться именно механизмом правильного использования этих двух ресурсов. Конфликтных дорог, кстати, у нас с Кыргызстаном две. Одна соединяет оторванный Ворух с остальной частью Таджикистана, а другая связывает Лейлекский и половину Баткенского районов с другой частью Кыргызстана. И первую, и вторую дорогу на определенных участках пересекают соседние села. Во время конфликтов и Кыргызстан, и Таджикистан перекрывают друг другу дороги, что сильно усложняет жизнь людям на приграничных и спорных территориях. Отсутствие свободного передвижения повышает уровень напряженности в оторванных местностях. Если мы вот эту самостоятельную дорогу в Ворух построим, мы погасим эти конфликты. Дорога, соединяющая, значит, Исфару с Ворухом, проходит через кыргызское село Аксай. По левобережью, значит, реки Исфара. Вот это здесь Исфара, река Исфара. Вот это река Исфара. Вот здесь Шорку, вот здесь Исфара. Вот дорога, значит, проходит, значит, по правому берегу реки Исфара и пересекает, значит, аул Аксай. И вот часто, значит, наши соседи эту дорогу, значит, перекрывают, из-за этого, значит, получается конфликты. Вот комиссия к стороне и Таджикистана, и Кыргызстана 2 мая, после этого кровавого конфликта 29 апреля, пришли к соглашению и подписали соглашение о строительстве самостоятельной дороги в обход этого села Аксай по территории, которой сейчас в настоящее время пользуется кыргызская сторона. Которая находится в да, это тоже, можно сказать, спорная. Но эта дорогу должны строить мы совместно, значит, с киргизами, и она должна принадлежать Таджикистану, и Таджикистан должна обслуживать. Стороны подписали, но через несколько дней они заявили, что мы от этого соглашения, значит, выходим, мы эту дорогу будем строить сами. Вот этот вопрос надо будет решить. Есть предположение, как скоро это может, в принципе, решиться? Но если это не решится, значит, да, я считаю, что спором не будет конца? Спором не будет конца. Однако, по мнению кыргызского эксперта, эту дорогу Таджикистану нынешняя власть все же не даст построить, хоть и велись переговоры на сей счет неоднократно. Я думаю, вот насчет дороги, которая соединяет Воруха, при нынешней власти, нынешнем государственном строе, по крайней мере в Кыргызстане, я не думаю, что в ближайшем будущем это может решиться. Понимаете, это если дать возможность проложить дорогу через, то есть к Воруху, это означает, что целый район, Лейлекский район, останется останется как анклав. Я не думаю, наши пойдут на этот шаг. Второй напрягающий вопрос, как было отмечено ранее, это вода. Вернее, водораспределительный узел головной, который расположен в верховьях реки Исфара. Бишкек уверяет, что узел входит в список важных стратегических объектов Кыргызстана, а в Душанбе отмечают, что он находится на таджикской территории. Каждый, подчеркивая свое большее право на него и на воду, нагнетает ситуацию сильнее на местах. Этот спор, особенно в ультимативной форме, звучит довольно странно.
Ведь изначально в советское время данный объект был построен для использования как жителей Таджикистана и Кыргызстана, так и соседнего Узбекистана. По нему есть даже соглашение, которое определяет объемы воды, поставляемые странам региона. Согласно протоколу от 1980 года, 55% водотока предназначено для Таджикистана, 37% для Кыргызстана и только 8% для Узбекистана. С уменьшением потока воды соблюдать это соглашение в последние годы не всегда удается. Нужда все сильнее напрягает людей на местах, а амбиции властей двух стран не позволяют идти на уступки. Освещать приграничные конфликты Таджикистана и Кыргызстана с годами становится все сложнее и сложнее. Если в Таджикистане журналисты страдают от отсутствия доступа к информации, то в Кыргызстане давление на представителей СМИ идет со стороны активных пользователей соцсетей. За обычное соблюдение баланса в своих материалах кыргызские журналисты легко и просто могут быть обвиненными в предательстве интересов своей страны. Так, например, произошло с «Кактус Медиа», которая 27 января текущего года на своем сайте опубликовала лишь перепечатку таджикского издания «Азия Плюс» о ситуации на границе с Кыргызстаном. За это общественность так надавила на свое медиа, что редакции «Кактус» в тот же день пришлось опубликовать заявление, в котором она буквально оправдывалась за предоставление таджикской точки зрения. Позже в отношении информационного портала было возбуждено даже уголовное дело по статье о пропаганде войны, а пользователи соцсетей то требовали бойкотировать издание, то вовсе его закрыть. По словам журналистки Айзерек Иманалиевой, в освещении конфликтных тем особенно сложно приходится корреспондентам зарубежных изданий, ведь воспринимаются они со стороны жителей Кыргызстана зачастую как агенты. Получается, были в основном очень много агрессивных мужчин, одетых в черное. Они очень остро реагировали на журналистов. Мне было очень страшно говорить о том, что я журналист, потому что они принимали журналистов как врагов. Они вообще сами стали жертвами вот этой дезинформации. И когда мы говорили, что мы журналисты, они нам заявляли, что мы сливаем всю информацию в таджикской стороне, что мы занимаемся дезинформацией, и мы как раз-таки им сказали, что наоборот, дезинформацией занимаются сами же жители, которые распространяют жестокие видео в WhatsApp, какие-то фейки, что мы все-таки более официальные СМИ. Но все равно мы лишний раз старались не брать телефон в руки, потому что они боялись съемок. Все, чего они боялись, это то, что мы сольем информацию Таджикистану. Нам повезло лишь потому, что с нами был очень известный на юге журналист Идрис Исаков, и все его знали, все его уважали. И только потому, что мы с ним были, мне кажется, нам как-то повезло не получить по голове от этих мужчин. Вот. Это первое, что я видела. В эту ночь нам вообще ничего не удалось снять, потому что было очень сильное напряжение. Мы возле здания местного кинеша или местной мэрии была куча этих мужчин, которые требовали оружия. Они кричали: дайте нам пистолеты, дайте нам автоматы, мы сейчас будем стрелять. И это был очень такой напряженный момент. Мы хотели это снять, мы хотели это записать на диктофон, но мы не могли это сделать, потому что любое наше прикосновение к технике сопровождалось тем, что на нас чуть не нападали. И я сообщила об этом редактору. Я ему сообщаю о том, что наши требуют оружия, что Баткенцы требуют оружия, и он об этом пишет. Он об этом пишет, и люди, кыргызы, кыргызские твиттеряне, кыргызские пользователи интернета очень остро на это отреагировали, начали просить доказательства. Вышлите видео, вышлите аудио, вышлите фотографии, что они этого требуют. Он им объяснял, что мы не можем этого сделать, но так сообщает наш репортер. И его начали обвинять в том, что он занимается дезинформацией. То есть
Даже вот наши пользователи Твиттера считаются как бы адекватными людьми, ну, как бы наиболее городская прослойка там сидит, но даже от них исходили какие-то очень колкие обвинения в нашу сторону. Айзерик, пожалуйста, одно уточнение. Вот вы сказали, что местные жители боялись, что вы можете слить какую-то информацию таджикской стороне. Они имели в виду именно это или что-то иное? Они имели в виду, что мы все это снимаем и отправляем таджикам. Мне казалось бы очень нелогично, да? Кому мы можем там отправлять, но они как-то вот, я вот впервые почувствовала такую сильную ненависть к журналистам, и они прям очень боялись, что мы агенты. И почему они боялись, что мы агенты? У нас же новый президент Садыр Джапаров, и у него очень активная политика в сторону агентов. Он не любит Азаттык, это местное радио Свободы. Он не любит издание «Клоп». И еще мы работаем на Евразия.нет, это американское издание. И когда у нас спрашивали, из какого мы издания, из какой у нас страны, мы говорили «Америка», и у нас еще на бейджиках государственно написано «АКШ», «Америка, Космо, Штаты». И еще более остро нас реагировали. И плюс из-за того, что президент это еще все поддерживает. В Таджикистане в этой связи свои сложности. Вытащить одну информацию журналисту стоит неимоверных усилий. Вот и нам, пока готовили этот материал, пришлось пройти через многое. Из наболевшего, пожалуй, это нежелание экспертов говорить на табуированную тему. Правда, кем и когда она табуирована, остается лишь гадать. Второе из актуального – это чиновники, которые убегают от журналистов со всех ног. И совет из серии «Если не в дверь, то в окно» здесь, естественно, не работает. Вот и мы, когда приехали в Исфару, столкнулись и с закрытыми дверями, и с запертыми окнами мэрии. Принимать нас без официального письма никто не хотел. На вопрос, какое именно письмо им нужно, ответ был коротким и вполне ожидаемым. Без разрешения председателя области говорить мэр с нами не станет. Несамостоятельность чиновников на местах – большая боль страны. Ну и из последнего это запугивание. Происходит зачастую через наших же коллег, которые находятся на короткой ноге с некоторыми структурами. Нам, например, было рекомендовано немедленно покинуть не просто Исфаринский район, а желательно всю Сагдийскую область. Отсюда у нашей команды и появилась идея поделиться рекомендациями в освещении конфликтных тем. Но они больше подходят для независимых журналистов, не относящихся к редакции. Желательно заранее никому не сообщать о своих намерениях поехать в ту или иную территорию для съемок. Звучит странно, но здесь оно так и работает. Иначе вашей съемки не бывать. Во время поездки именно через СМС-сообщение держите связь с исключительно доверенным лицом, чтобы он знал и понимал, где вы находитесь и с какими проблемами столкнулись. Особенно, если сотрудники милиции для беседы вас забирают прямо с рабочего поля. Еще на всякий случай наряду с паспортом нужно иметь с собой удостоверение журналиста, которое выдается обычно со стороны Союза журналистов. До выезда изучите глубоко не только тему местности предполагаемых героев, но и законы, особенно законы, касающиеся периодической печати и средств массовой информации. Не только для того, чтобы знать свои права, но и для того, чтобы не нарушать какие-то нормы во время работы на поле. А вот комментарии от чиновников желательно оставить на самый конец поездки, иначе дальнейшая работа на местах будет невозможна. По словам медиаэксперта Инги Сикорской, критического мышления в связи с конфликтами на границе на самом деле зачастую не хватает и у самих представителей СМИ, из-за чего искусственно нагнетается атмосфера. Это настроение потом цепочкой передается и обычным пользователям соцсетей. Я думаю, что, конечно, на аудиторию СМИ повлияли негативно, потому что они некоторые мнения тиражировали, да, и претензии как установленный факт.
там, без соответствующего контекста. Я не знаю, существует ли между СМИ Кыргызстана и Таджикистана такой метод производства репортажей, как тим-репортинг. Но вот если бы это существовало, это очень простое, да. И мы проходили это еще в 2010 году, когда мы делали тренинги, да, в разных общинах и создавали мультинациональные, мультикультурные команды, когда журналисты в одной стране могли добывать информацию, журналисты в другой стране, а потом нейтральный редактор это все обрабатывает, редактирует и как бы публикует. И мы получаем достоверную информацию, положенную в соответствующий контекст, и тогда у читателя не возникает сомнений. Он видит, что это подготовлено командой журналистов с обеих сторон, информация взята с каждой стороны конфликта, понимаете? Существующие ситуации, когда мы, например, в Центральной Азии, что мы имеем? Да, мы имеем в Кыргызстане довольно высокую свободу слова и выражения, которая позволяет ее использовать, как я хочу, да. Мы имеем в соседних странах диктатуру и авторитаризм, что влияет на свободу выражения, да, где журналисты не могут очень часто говорить то, что они пишут. И мы имеем отсутствие вот этого мостика между СМИ и журналистами, которые бы хотели освещать конфликт с точки зрения журналистики мира, инструмент журналистики мира. Главный инструмент журналистики мира – мирная ориентация. Ориентация не на конфликт, а на мир. А мы видим ориентацию только на конфликт. Вот наш мониторинг, тестовый мониторинг конца апреля показал, например, что продолжалась вот эта вот практика подавания новостей в режиме no comment. Да? No comment – это то есть получили информацию, переработали, дали. Да? Никто не старается взять там, дополнительную информацию или сбалансировать как-то. Вот этот режим no comment, он у нас давно присутствует. Я говорю про кыргызстанские СМИ, он очень давно присутствует. Таким образом, наверное, журналисты пытаются переложить ответственность себя, да, они говорят, да, мы даем, вот мы получили, мы даем, как бы, они считают, что это как бы объективно, да, они дают правду, по их мнению, да, но мы не видим баланса, мы не видим альтернативы. Вот во время своего мониторинга сколько материалов и из каких СМИ вы примерно изучали? Нет, мы смотрим ведущие информационные агентства. Это? И ведущее информационное агентство в Кыргызстане, там, например, 24 KG, мы смотрим, там, Аки Пресс, Кактус, Клоп, известные, да, такие агентства. Не только, потому что большая часть, допустим, языка вражды, она встречается в соцсетях, когда эти агентства публикуют свои новости там, на Фейсбуке, да, или в Инстаграме, и потом уже идут обсуждения. Вот, то есть просматривается и там, и общий объем ресурсов наших мониторингов, он может где-то доходить до 70 разных ресурсов. Но сейчас уже вот отношения между журналистами, вообще журналистским сообществом Кыргызстана и Таджикистана довольно сильно испортился после последних событий. У меня, например, много друзей среди таджикских журналистов, которые после этих событий сказали, что вряд ли захотят поехать в Кыргызстан по той же работе, потому что, понимаете, мы все люди, эмоции все-таки все равно берут вверх. Есть ли какие-то инструкции, которые можно применить уже после того, как вот конфликт произошел, мы не справились, правильно, возможно, в командной работе это не осветили, но уже успели подорвать все связи. Тут как можно исправить ситуацию? Между журналистскими сообществами очень важен диалог. Они должны выговориться, пусть это будет неприятно. Да, это будет неприятно, потому что все еще очень свежее, и это будет тянуться 3 года, как минимум. Вот после таких конфликтов, да, должно пройти где-то к 5-му году. Если были жертвы, то это где-то лет через 5 оно начнет стихать. Поэтому это нужно делать как можно быстрее, немедленно. Объединиться, проводить дискуссии. Сейчас можно начать это с дискуссии онлайн. Журналисты должны выговориться, и нужно принимать и негативные вот эти вот высказывания, принимать, через себя пропускать. У нас на тренингах были слезы, у нас люди покидали, уходили, бросали дверь. Было все. Это очень страшно. Но нужно пройти через это, потому что журналисты не смогут объективно писать и говорить об этом, пока они не выговорятся лицом к лицу. Понимаете? С той апрельской войны с ужасными последствиями для обеих стран прошел ровно год. Но журналисты Таджикистана и Кыргызстана ни разу еще не встретились ни на одной площадке, даже на нейтральной.
Почти через полгода после апрельских событий 2021 года мы решили еще раз вернуться в разрушенные во время войны села. Как нам кажется, местным жителям тоже было нужно время, чтобы переварить произошедшее и без эмоций объективно посмотреть на ту боль, которая коснулась всех нас. 28 اردام از طرف پرزیدنتومو فرسوندن 25 مای سر کرده بودن اینا من وای کرده همین با جای هموار کردگی من تشکیلات خیمزواد میگیم اومده مثل کار سر کرده من همون خانوی از دیدوستان با آپیشینش بام دیده با برکیوان با خانوی با من خودتونم اکو چهرهمو دیده اون وقت چتیم بود حوزر من اکو اینجا سه در aynı ایمورتی پسرم شد بولوب چوردار aynı خودم بود با سه در دیگه ایمورتی فرزند دویمم فرزندم با حاضر او استوا اکو نیمکارم موندگی ویش کارکاز و aynı سیم فرزندم Yani ince dider ince anne zemini Kırgız annem ince. Az in tarafı kanal, on tarafı zemini Kırgız? Annem ince. Hoca agar bu on tarafı güzerim agar. Kapıdaga şumuna. Kapıdaga çıkar mı ekran? Ne barata? Girdi. Ne aku enjoy monde dagavor bastı ki. Ray moyo zemin aku ne ki mo rakti burafta megre mana. Anmin jay ko mana ana anmin dido sen anam tuş kiti me urdu. İn zemini mo. On tarafı şamazoni mo. Ne in taraf peş azoni mo budigiyo mo. Ha in azoni mo hozra meyduna da bu kharitan da ko kharito mondu in azoni mo khudo mo. Hozir badas hami qadar gapu kor. Як дигаритона ин хел мебинетон хоҳину хоҳ дида меистетон мана гуфсодед ки байнутон ба ягон чизи тақсим мекардаги нест дар назар дорам на ягон ишора ҳаст ки инҷа замини фалони замини писматонӣ гуфта ҳамин гӯё ки як замини умумӣ хоҳи нахоҳӣ дида меистетон якдигаро ҳамсояҳо чӣ ҳол доранд хафа ме аз мо ё ин ки ҷангталаб ме ё ин ки чӣ гап чӣ кор он тарафа Ne on tarafo akun من می همسایه نزدیکترین تو اکو و نومش مغفرت گفتگی یک تا اکو همون زنکای نه مغفرت مثال پیش من با همون راهشون که رای خودم اکو اساسی گو گسول میگن همون با پیشینه همه خیل که بودیم ها مناسبت همه خیل با اکو نغزی درستی پرسپوس با چیزی همون پیش اکو خواهی واهو همون بعضی وقت مجبور میشتیم اکو مو سهمو مو کلونیو aynı واهو مثال اکو aynı واهو مو الاف نمیخریم کو با بعضی وقت میشد که واهو تنگ میشد مول کولش بعضی سیرو باش یعنی مول کول یا پرستی بیده در کار یا پرستی گندم در کار یا اما میپرسد که همین همسایه ویش همه پیش جنگم همین حادثه بود من همین بعد جنگم که من فردومدم اکو همه کدوم بکشی و میخورد با سلام علیکم همه پیشی نه ایلا بلا دلتون به خفگی نیست نه دلو مونده اینتین مثال همه ما مثال همه میدونیم که اکو این موندم همه سیوم که کرگی آدمای همه سیوم کندم همه روزی که همه خونی اومده در گرونده پفتگی و آدمای اکو دیگه جوی خدا میدند که مثال من همه شمونده کسب افسریتون باشد و پگانتون باشد و اکو میار می پولکوونیک باشد و خیلی من هواهایم اکو دیدگی همه درن خلق با می درودو انمی من شما باید عادی پوشیده می بیاد همه پولکوونیک باشدم یا گنرال باشدم ما هم پای نمی بره اکو خدای تعالی میدند هوایم همه روز اومدگی آدمم اکو ما وای اکو ما همه همسایه‌ام انا همین جنگشه همین خیلی سن 15 سالگیش تا 40-50 سالگیش میشناسم همینا انمیجه یا جوینده ها کوشیشتی خیستی که من خونه دارم و مثال واهای دعوت کردی یا توی سرنده اومدگی یا واهای توی سر کندگم موی دعوت کردی مو رفتگی میشناسم هم واهای اکو همو روز واها نبود اکو خدا میدند واهای اکو هوای آدم می وینش بود می با فکر شما اکنون همین با مثل پیشینه آزاد و آرام همسایگی قدر زندگی کردن میشد می یا مثلا یک طرفه کردن در کار
اکو حاضر مولجری من با ما اکو حاضر همه یک طرف کننگا مسئله ها یک طرف کنن بهتر میشه.